Всем здорово, народ, у нас стартовал PvP-шный сезон. Я во все это дело играл, все это дело стримил. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там все анонсы о стримах присутствуют. Ну, либо просто переходите на Twitch. Играл, значит, я за Ферал Друидича сначала, но как-то он мне не особо пока что зашел. Во-первых, не мой вообще абсолютно спек, пока не все получается. Ну и, как мне кажется, в тройках все-таки, если уж сравнивать с монахом, у Монка преимуществ побольше. Огромный сплэшовый урон, нереальное количество бурстов и туннелинга. В этом плане монах сейчас, конечно, в полном расцвете сил. Я за него играл в Dragonflight, тогда он был сильный только первую неделю-полторы, потом его занерфили, и он всегда уже был середнячком. Но, тем не менее, руки помнят, поэтому вскрывается охотник, я его ждал терпеливо на своей локации, в своих кустах, и вот я на него выпрыгиваю, начинаю бурстоваться под стан, в целом неплохо его пробиваю. И играю здесь, кстати, через кондуита. Кондуит — это неплохая сборка, но она более бурстовая, рассчитанная на моментальный такой дэмэдж, типа упороться в противника, все в него выдать и потом бегать, ждать кулдауна. Shadow Punch же рассчитана на более протяжную, затяжную игру, что по сути в тройках как раз таки нам и нужно. Но, тем не менее, даже если вам приятно играть через кондуита, можно это сделать спокойно, абсолютно. Еще раз призываю свои копии, начинаю дамажить охотника вновь. У него уже нет черепашки, у него заканчиваются сейвы, и вот огромный дэмэдж нам помогает мой тиммейтик, и мы его пробиваем. Не успели мы с вами разобрать сетапчик данного лобби, а за ванаха это очень важно, потому что плюс-минус против любых милишников играть приятно. Ну, мы тупо там можем все их атаки парировать и так далее, дизарм накинуть. Против любых кастеров плюс-минус играть неприятно, потому что, во-первых, нужно до них добираться. Во-вторых, опять же, всякие парирования наши не работают. И мы, по сути, лишаемся уже очень многочисленного функционала ВВшника. Ну и, конечно же, если против нас играет условный фростмаг, то догнать это, ну, это невозможно догнать фростмага, даже если ты играешь за Монка. Это как бы, ну, максимально печальная ситуевина. Здесь попытался подкинуть себе кругом мира шамана Рестора и застанить одновременно с Энхом, но у меня не было таланта на увеличенный радиус стана, поэтому до Энха я не достал. Кстати, я одно время не очень любил талант на увеличение стана за Монка. Как будто бы казалось, и так можно достать, но поиграв пару каточек с данным талантом, я к нему уже максимально привык и практически влюбился. Поэтому да, если вы также считаете, что вам чуть-чуть не хватает всегда, чтобы достать станом по нескольким оппонентам, просто берем талант на увеличение стана, и все у нас будет в шоколаде. Продолжаю туннелить охотника, я не хочу его здесь отпускать, не хочу его оставлять на фрикасте, и в целом довольно неплохая идея, потому что сейчас убить шамана — это очень тяжелая задача. У него, во-первых, есть сейв, который его там делает этим духом бесплотным, да, понижает по нему дэмэдж, потом он может спрятаться под землю, занивелировать свой дамаг, туда и сюда, плюс он сам себя хилить может очень неплохо. А вот охотники — это уже дело гораздо более простое. Один раз упоролся, выбил из него все сейвы, и потом через второй заезд уже, по идее, можно его уничтожать. Посмотри, насколько много дэмэджа залетает. Казнь, смерть охотнику. Летим дальше, третий раунд. Смотри, здесь уже не все так однозначно. По сути, против меня Энхшаман, которого бить не хочется. С другой стороны, там фростмаг, до которого добраться будет просто невозможно, если он сам этого не захочет. Поэтому выбираю более приемлемый и такой легкий путь — это поиграть по Энхшаману. Побурстимся, посмотрим, что будет происходить. Опять же, не хочу выдавать все прямо сразу сейчас, не уверен, насколько я буду больно его пробивать, но посмотрю, он вообще не нажимает свои сейвы. Я даже без бурстов пробил его на 70% хп, плюс моим охотником он мне помог. Прекрасный стант моего драктира лекаря залетает, и неужели хватит дэмэджа, мы его убиваем, что... Но все-таки это зафакапился Рестор Шаман. Он практически в никуда отдал тринкеты, потом уже физически не мог спасти своего тиммейта. Но, опять же, после первого раунда уже вопросики возникали, когда так быстро умер Хант. Во втором раунде тоже довольно быстро все прошло, и в третьем, тем более я. Я даже бурсты не отдал, а противник уже умер. Тем не менее, сейчас Рестор Шаман в моей команде, посмотрим, сможет ли он показать себя лучше. Выбили уже, по сути, альтертайм из мага, выбили у драктира его сон. И, по идее, у нас-то все хорошо. Вот не знаю, если получится догнать мага, можно будет и победить данный раунд. Но какого-то хрена снова умирает мой шаман. Я не понимаю, что делает Рестор. Итак, мне еще 2 раунда играть с Рестор Шаманом в одной команде. Ну и не хотелось бы, чтобы все так закончилось-то на самом деле на счете 3-3. Поэтому придется этого пацанчика тащить. Хочется выиграть 5 раундов хотя бы, чтобы в плюс по рейтингу идти не хилый. Было бы приятно. Очень неплохо получается подкинуть к себе Энхшамана, чтобы застанить одновременно с драктиром, разложение. Начинаю призывать Сюеня, бруститься, удар Венлорда, нистовые кулаки, неприятный стан ловлю, но кастую кондуида после того, как его тринкую, и выбиваем, соответственно, хилочку главную у драктира. Плюс выбили сейф у Энхшамана. Тем не менее, пробили его еще раз и вновь. До 60% хп продолжаю туннелить. Решил забить болт здесь на фростмага, не хочу в него играть, потому что понимаю, что тупо его не догоню, отдаю карму, потому что стало больно. И опять же продолжаем бруститься по Энху, не отпускаем его.
Ему довольно больно, довольно неприятно, но все еще они пока что выхиливаются. Здесь не дают кастануть поливоров магу тем, что подкинул его в воздух. Это, кстати, супер приятный талант, без которого тоже уже не хочу играть. Очень больно магу. Не магу, а шаману. Все-таки получилось у Ханта его добить. Кстати, хорошо вышло. Таким образом, получилось выиграть уже 4 раунда. Сейчас пойдет последний матч данной серии. Последний матч данного противостояния. Против меня Энх Шаман, лекарь Драктир и охотник Марксман. Подстанил Драктир и решил пробурститься по Энх Шаману. Очень нехилые цифры дэмэджа вылетают. Мое почтение, конечно, монахам. Это они умеют. Но пробить, очевидно, его не удалось. Хотя бы выбили сейф. Паралич закинул на охотника, он зачем-то его тринкнул. Понимаю, ладно, надо сменить таргет, надо побить охотника. Потому что, во-первых, он потратил трингет, во-вторых, ну это такая более булочная цель, которую пробить можно совершенно спокойно. А догнать охотника за монаха — это уже не такая сложная задача, как догнать, например, какого-нибудь фрост-мага. Отдаю карму на небольшой подсейв, но также здесь второй смысл в том, чтобы еще и дэмэдж по охотнику выдать дополнительный. Поэтому да, двойная задача здесь была у кармы, чтобы, опять же, меня подхилили, меня вернули на 100% хп, она уже уйдет в кулдаун, она скоро откдешится, а у меня вариантов здесь сдохнуть практически нет, потому что у меня, во-первых, есть телепорт и все остальные мои сейвы. Поэтому да, выдал карму на подсейв, небольшой подхил, плюс дополнительный дэмэдж. Паралич по Драктиру, стан по обоим и начинаю через неистовые кулачки дамажить. Да убить, да убить, да убить, да убить. Дэмэджа не хватает, потому что больше не было никаких других бурстов, но тем не менее пробить получилось очень неплохо. Подкидываю воздух, опять же, Драктира, чтобы он не лечил, и выбиваем, соответственно, черепашку из охотника. Приятно, прикольно. Здесь профессионально сбиваю полиморф, который мой маг накинул на Драктира умом. И возвращаюсь после черепашки по ханту. Глыба на маге. Нажал глыбу на маге. Все отлично, ждем, сидим, пердим. Продолжаем туннелить, соответственно, охотника. У меня скоро откидываются все мои кнопочки. Сейчас нужно просто немножко переждать, чтобы никто из моих тиммейтов не сдох. И просто добить охотника. Разложение. Удар Винлорда. Танцующий журавль. Кондуит! Огромные цифры дэмэджа, меня никто не контролит. Touch of Death. Все, охотник умирает. Победа, 5 раундов забрали. Даже с Энх Шаманом получилось очень неплохо поиграть. Вот такая вот была моя вторая катка за монаха. Первую лучше не видеть, но если вы были на стриме, вы это все наблюдали. Позор записан. Всем вам желаю удачи, прогрессив PvP. На этом видео заканчиваю. Всем пока.